На самом деле это очень интересный мужской опыт, потому что мне нравится верить. Все мы, мужчины, сталкиваемся с очень похожей человеческой парадигмой. И она заключается в том, что большинство мужчин рождаются, а ты не играешь никакой роли. А потом ты идешь в школу и влюбляешься в какую-нибудь школьную девчонку, а она трахается с кем-то другим. И тогда ты понимаешь, что все 19-летние девушки, которых ты хочешь, встречаются с парнями постарше. Потому что у них есть машины или что-то в этом роде, неважно. И ты проходишь через этот опыт, когда твое сердце разбивается, ты теряешь свою девушку и так далее и тому подобное. И многие мужчины цепляются за какую-нибудь среднестатистическую сучку, иначе их сердце будет разбито навсегда. Но некоторые мужчины решают стать такими большими, важными, сильными и незаменимыми, чтобы им больше никогда не пришлось страдать от разбитого сердца. Потому что каждый мужчина имеет дело с разбитым сердцем и печалью, но то, как вы используете эту энергию, является отличительной чертой между людьми, не так ли? Ты испытываешь ту же боль, что и многие мужчины. У каждого мужчины в мире было разбито сердце, и он понимает, как это тяжело для мужчины. Но разница между мной, тобой и, возможно, некоторыми другими мужчинами заключается в том, что некоторые мужчины воспринимают эту боль, эту печаль, и понимают, что энергия не может быть уничтожена. Это можно использовать только для того, чтобы превратить себя в человека с абсолютным положением и властью, а не сидеть и дрочить, как ты только что сказал мне. Ты напрасно тратишь время впустую. Ты напрасно тратишь свою энергию. Разбитое сердце – это безграничная мотивация. Если у меня и было разбито сердце, то это было очень давно. Но если бы у меня было разбито сердце, я бы каждое утро ходил в спортзал. Я был бы настоящим зверем. Я бы работал. Я не мог уснуть. Я был бы настоящим животным. И у тебя разбито сердце. И что же ты делаешь? Ты дрочишь, как грёбаный тупица. Разница в том, что как мужчина ты должен стать человеком, заслуживающим доверия, а это значит, что ты должен стать человеком с высоким положением. Все мы начинаем с очень похожего положения. Я стал самим собой благодаря утомительной, напряженной, трудной, нескончаемой работе. Ты напрасно тратишь свое время. Ты знаешь, почему Бог заставил твою девушку уйти от тебя? Потому что Он хотел показать тебе, что ты не дерьмо. Он хотел показать тебе, что ты человек, что ты подвержен ошибкам и что тебя легко заменить. Поэтому он решил заставить тебя влюбиться в эту девушку и заставить ее бросить тебя, чтобы показать тебе, какой ты придурок. Теперь твоя задача — посмотреть на доску и понять, что произошло. Скажи: «Я понимаю Бога. Я заслужил это. Я рад, что она ушла от меня, и мне грустно, потому что я полный придурок, и я должен что-то с этим сделать. Потому что если ты откажешься, если проигнорируешь Божье послание, то в следующий раз, когда ты влюбишься в сучку, он заставит ее уйти от тебя, чтобы еще раз напомнить тебе, какой ты придурок». Каждый из присутствующих здесь мужчин, если ты расстроен тем, что твоя девушка бросает тебя, то Бог напоминает тебе, что ты ни хрена не стоишь. Тебе нужно встать и работать так усердно, чтобы даже в глазах Бога Он гордился тобой. Бог любит свои творения, которые показывают Ему их истинный потенциал и красоту. Если ты встанешь на ноги и сделаешь все возможное, чтобы стать достойным человеком, Он вознаградит тебя и благословит. Если ты и дальше будешь вести себя как придурок, Бог напомнит тебе, что ты такой же придурок. Так что Бог просто разбил твое сердце специально, чтобы показать тебе, что то, как ты живешь, и то, каким человеком ты являешься, просто недостаточно хороши. Что ты изменил с тех пор? Ничего особенного. Ни хрена себе, ничего особенного. Ты думаешь, что Бог простит тебя без всякой причины. Если ты думаешь, что Бог уйдет, то все в порядке. Он так и не усвоил свой урок. Он ничуть не изменился. Он даже не очень-то старается. Он не встает рано в спортзале, ничего не делает. Все в порядке. Давай просто позволим ему влюбиться и позаботимся о том, чтобы на этот раз девушка не трахнулась с кем-то еще на OnlyFans. Нет, сэр. Это будет повторяться бесконечно. Это цикл, который, черт возьми, не изменится до тех пор, пока ты не примешь послание от Бога и не станешь тем мужчиной, которым ты являешься. Так и должно было быть. Ты должен перестать быть придурком. Ты заслуживаешь того, что с тобой случилось. Ты заслуживаешь того, что ты чувствуешь. Ты заслуживаешь всего этого. Когда мне было 20 лет, мы с моей девушкой расстались. Я прожил с ней 4 года. Я никак не мог уснуть. Я просто не мог уснуть. И это еще до того, как появились социальные сети. Ты не мог просто так преследовать сучку, как будто это было все. Теперь она ушла. Как будто она переехала. Я не знал, где она живет. Вот и все. И я не мог уснуть. Нужно еще чем-то заняться. Мне нужно еще чем-то заняться. Вот я и подумал, черт возьми, я пойду в спортзал в 6 утра, пойду в спортзал в 3 часа дня и пойду в спортзал в 8 вечера. Мне больше ничего не оставалось, как драться. Так что я принял все эти травмы, все эти разбитые сердца и превратил их в бойца мирового уровня. О чем мы говорили ранее, о том, как травма может повлиять на тебя. Как травма может стать фантастической вещью. У меня разбитое сердце, депрессия, печаль. Все это фантастические мотиваторы. Я объясняю тебе, почему
почему они являются фантастическим мотиватором. Ты идешь к парню, у которого разбито сердце. У него есть вся мотивация в мире, чтобы отправить 300 текстовых сообщений. У него есть мотивация для этого. Он ставит это не в то место. Ты мог бы заработать кучу денег. Да, это так. Я скажу тебе прямо сейчас, что некоторые из величайших достижений в моей жизни были достигнуты после того, как мне разбили сердце. Совершенно верно. Да. Вот в чем дело, черт возьми. Я называю это энергией, чтобы трахнуть тебя. Возьми это и скажи «я», потому что у некоторых парней из-за этого будет болеть задница, и они будут сидеть там, утопая в жалости к себе. Я всегда считал, что правильное применение этой энергии — это нормально. Докажи, что она совершила дерьмовую ошибку. Выйди на улицу и стань грёбаным миллионером. Выйди на улицу и стань кикбоксером, выйди на улицу и стань порнозвездой, что угодно. И тогда она оглянется вокруг, когда через год станет на 50 фунтов тяжелее. Жизнь причинит тебе боль, и то, как ты воспользуешься этой болью, полностью зависит от тебя. Ты можешь использовать эту боль, чтобы укрепить себя как мужчину и стать лучшим человеком, каким ты когда-либо был. Я не говорю, что добился успеха только благодаря какой-то цыпочке. Я хочу сказать, что каждый раз, когда мое сердце было разбито, я никогда не тратил впустую ни секунды. Я никогда не впадал в уныние. Особенно в молодости. Мы говорили об этом во время шоу. В молодости твое сердце будет разбито. Со мной уже случалось такое. Со всеми нами это случалось. И дело даже не в гневе по отношению к девушке. Единственная месть, которую ты можешь отомстить женщине, которая разбила тебе сердце, это успех. Успех — это лучшая месть. Просто постепенно повышай свой уровень. И когда она напишет тебе сообщение, у тебя будет два варианта действий. Ты можешь либо сказать: «Извини, детка, но ты больше не в моем вкусе». Бум-бум, ты победил. Вот и ответ на мой вопрос. Составь план действий на случай разбитого сердца, если оно случится, и убедись, что этот план будет выполнен. Все, что мы говорили в этом подкасте, правда. Травма неизбежно приведет к боли, и ты должен использовать ее конструктивно. И по сей день я бы хотел покончить только с этим. Если бы со мной случилось что-то плохое, я действительно расстроился, я бы нашел самый конструктивный выход из ситуации. И это осознанное решение. Ты должен обладать достаточным эмоциональным контролем, чтобы принять сознательное решение в этом направлении. Женщины трахаются с мужчинами, которых они уважают. Вот и все. Они не трахаются с мужчинами, которые им нравятся. Они не трахаются с мужчинами, которых любят. Они трахаются с мужчинами, которых уважают. Если она любит тебя и не уважает, она не будет заниматься с тобой сексом. У меня есть женщины, которые уважают меня и чертовски ненавидят, но они здесь каждый раз, когда я звоню. Так что если они уважают тебя, то обязательно переспят с тобой. Они трахаются с мужчинами, которых уважают. Так как же ты заставляешь женщин уважать тебя? Во-первых, ты должен быть достоин уважения как личность. Ты не можешь допустить вопиющего неуважения. Так что если ты позволяешь ей откровенно неуважительно относиться к тебе и терпишь это, то ты создаешь прецедент. А это значит, почему я должен уважать этого парня. У меня было множество парней, которые приходили ко мне за помощью, например, в качестве тренера и все такое, и говорили: «Моя женщина меня не уважает, да. И я говорю: послушай, гораздо труднее исправить то, что сломалось, чем просто никогда не позволять этому идти не так, как надо. Первое место. Ты прав. Начиная со второго дня, когда вы встретились, ты должен был быть мужчиной, и ты можешь им быть, тебе не обязательно быть мудаком. Тебе не обязательно быть агрессивным. Я сяду рядом с девушкой и очень вежливо скажу: послушай, если у нас будут отношения, если я буду относиться к тебе серьезно, то у тебя не будет друзей мужчин. Если ты хочешь общаться с целой кучей мужчин, то я не буду воспринимать тебя всерьез. Что значит, ты не будешь воспринимать меня всерьез? Мы можем потрахаться, но я не собираюсь этого делать, я никогда не буду смотреть на тебя как на серьезный материал. Так вот, в этом и заключается идея, решение остается за тобой. Если ты хочешь быть серьезным, то не стоит разговаривать с этими парнями. Если ты захочешь поговорить с этими парнями, то я буду трахать тебя иногда, как тебе будет угодно. И я возлагаю это на них. И теперь, если они решат сохранить всех своих друзей-мужчин, то это означает, что она предпочла эти дружеские отношения мне, а это значит, что рано или поздно она все равно изменит. А как скоро она все-таки запрыгнет на новый член. Так с чего бы мне вообще расстраиваться из-за этого? Но большинство мужчин слишком напуганы, чтобы просто поставить ультиматум, и нет. Тебе не нужно ставить ультиматум каким-то страшным и резким способом. Просто внеси ясность. Послушай, любая женщина, с которой я встречаюсь и к которой отношусь серьезно, не общается с другими мужчинами. Так что это твой выбор. И в этом-то все и дело. Но большинство мужчин вообще ничего не говорят. Они пускают все на самотек и позволяют этому полностью сломаться. И вот они приходят ко мне и спрашивают: как мне это исправить? Это похоже на то, что ты должен сделать так, чтобы это не сломалось в первую очередь. Тебе нужно понять свои границы и ожидания как мужчине, и ты должен установить их, а также убедиться, что она им соответствует и придерживается их. А если она этого не сделает, тебе придется найти кого-то другого. Если у тебя есть только один вариант, то единственная цыпочка, с которой ты познакомился, может оказаться придурком. Некоторые женщины просто придурки. Главное, чтобы ты был мужчиной. Это самое главное. Большинство мужчин не готовы просто так уйти. А если ты не готов уйти,
то у тебя нет никакого оружия. Если она знает, что несмотря ни на что ты не уйдешь, то какое же оружие у тебя есть? Что бы ты ни сказал, уезжай куда-нибудь на несколько дней, что угодно. Она знает, что ты вернешься. У тебя нет оружия. Второй день представь, что к тебе подошла девушка и сказала, что бы ты ни делал, сколько бы раз ни изменял, несмотря ни на что, я никогда не уйду. Подумай обо всем том дерьме, которым ты занимаешься. Я знаю, что так оно и есть. Так вот в чем суть дела. Так что как мужчина, если ты никогда не будешь готов уйти, тебя никогда не будут уважать. Прояви уважение. И женщина, которая думает, знаешь, что он может просто уйти, это взаимосвязанные вещи. Они должны быть рядом. Так что ты должен иметь в виду именно то, что говоришь. Ты должен дать ей понять. Послушай, есть некоторые вещи, которые я не потерплю. И если ты будешь издеваться надо мной, я уйду. А если ты уйдешь, и она не погонится за тобой, значит, она ушла. По крайней мере, ты избавил себя от гребаного неприятного развода, измены и всего остального дерьма. Просто покончи с этим прямо сейчас и сэкономь себе кучу времени. Но мужчины слишком боятся выдернуть вилку из розетки, потому что они становятся зависимыми от киски и не верят, что смогут получить еще больше, и у них все портится. Ты должен быть готов к тому, что уйдешь как мужчина. Так что тебе нужно посмотреть на любые отношения, в которых ты состоишь, и сказать: хорошо, я хороший парень, я люблю ее, она любит меня, но у меня есть границы дозволенного. И если она будет нарушать их, мне придется уйти. И это чистая правда. В противном случае тебя никогда не будут уважать. Я был по уши влюблен в женщин, бросал их и никогда не получал обратно. А они так и не узнали об этом. Да, такова жизнь. Именно так все и происходит. Я был по уши влюблен в женщин. Я не хотел их терять, но они меня не слушали. Так что я ушел, и они не стали преследовать меня, и я потерял их. Но на этом все и закончилось. Моя честь не пострадала. Моя гордость не пострадала. И теперь мне больше наплевать на это, потому что время — это герой. Такова жизнь. Так что это лучше, чем продолжать отношения, которые меня не устраивают, потому что она начинает вести себя как гребаная дура. И это похоже на то шахматы. Если ты участвуешь в игре в шахматы и находишься в проигрышной позиции, то единственная надежда на победу — это большая жертва. Ты отказываешься от своей королевы и не знаешь, сработает ли это или нет, но это единственная надежда. Тебе лучше пойти на эту жертву, даже если ты проиграешь, потому что если ты этого не сделаешь, то просто будешь медленно опускаться на дно и определенно проиграешь. Неужели ты так сильно любишь эту киску? Ты бы предпочел отложить расставание на 7 месяцев и проиграть без всякой гордости или чести. Уходи без всякой гордости или чести, пока она тебе изменяет. Не лучше ли просто сказать прямо здесь и сейчас: ты больше не разговариваешь с этим парнем. Конец близок. Если она решит поговорить с этим чуваком, а не с тобой, то конец неизбежен. Так что хватит ли у тебя смелости просто попрощаться и хотя бы уйти с высоко поднятой головой? Но это совсем другое дело, чувак. Это просто безумие. Эти мужчины никогда не переживали никаких эмоциональных травм. Так что идея расстаться с женщиной очень важна для них. Я уже прошел через это, но когда ты проходишь через настоящее дерьмо, разрыв отношений просто перестает быть таким реальным.